Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Ольга Кулешова. И сегодня мы поговорим с вами об условиях, которые мы должны создать ребенку для того, чтобы он стал психологически устойчивым. Что же такое психологическая устойчивость вообще? Это прежде всего чувство сохранения уверенности в себе и умение справляться со своими эмоциями в какой-то трудной, фрустрирующей ситуации. Что же является для ребенка основными условиями психологической устойчивости? Прежде всего, это подкрепление и поощрение всех самостоятельных действий со стороны ребенка. С самого раннего детства, будь то держать ложку или самостоятельно резать яблочко или банан, одевать брюки или ботинки. Одним из важных условий является жизнь без критики и унижения. И в случае чего мы делаем замечание не самому ребенку, а замечание его поведению. Следующим условием является помощь. И если у ребенка что-то не получается, то мы предлагаем свою помощь. Таким образом, он учится, что это нормально не уметь все и сразу, и что можно всегда попросить кого-то помочь. В этом случае важно соблюдать зону ближайшего развития ребенка. Сначала делать вместе с ним, а затем давать возможность, когда он получает этот навык, давать возможность ему делать это самостоятельно. И одновременно важно не создавать идеальных тепличных условий для ребенка, потому что ребенок должен столкнуться с тем или иным действием, и он должен попробовать прежде всего. Поэтому очень важно давать посильные для ребенка задания, которые мы можем выполнять в быту. Я, например, предлагала своим маленьким детям или накрыть на стол, или же чтобы они относили тарелочки, то, что им под силу. С возрастом эти задачи могут быть усилены, например, но нужно ориентироваться, конечно же, на то, что может ребенок выполнить, и то, что ему под силу. Это можно сначала вводить в виде игры, таким образом закрепляя какой-то навык. Еще одним важным условием является, конечно же, разрешение на проявление любых эмоций. Маленьким детям важно называть эти эмоции, которые он может чувствовать в той или иной ситуации. И это помогает ребенку понять, что с ним происходит, и дает ему чувство, что его одобряют и принимают его не только тогда, когда он бодр, добр и весел, но и тогда, когда он грустит или злится, или боится чего-то. Очень просто ведь спросить ребенка: я вижу, что ты рассердился, вижу, как тебе сейчас грустно, например. И это вполне нормально, потому что таким образом вы как будто бы настраиваетесь на ребенка, вы как будто бы не бросаете его со своими чувствами, вы как будто бы рядом и разделяете с ним все то, что он чувствует, показывая ему, что я с тобой рядом, я вижу, как ты сердишься, как ты грустишь или злишься, как ты грустишь или же боишься чего-то. И очень важно еще, конечно же, проявлять и свои чувства, сказать о том, что мне сейчас это неприятно, или я сейчас сержусь, но это тоже очень важное условие для того, чтобы создать ребенку его психологическую устойчивость. Потому что очень важно уметь распознавать чувства и других людей. Поэтому в этом смысле можно поиграть в те игры, которые будут направлены на, например, на распознавание тех или иных эмоций. Есть различные игры. Это игры, например, такая игра, как азбука эмоций. Она позволяет ребенку дать представление о том, какие эмоции бывают. Также очень важно рассматривать картинки в книгах и, например, обращать внимание ребенка на то, какое сейчас выражение лица у того или другого героя, что он сейчас чувствует. Это тоже является очень важным условием для развития психологической устойчивости. Также, если ребенок с чем-то не справляется, но не принимает помощь и не хочет какую-то даже взять какую-то альтернативу от вас, то в этот момент он начинает проявлять очень бурно эти чувства, эмоции, даже может и заплакать. Это называется слезы тщетности, и надо дать возможность ребенку, чтобы он проплакал,
чтобы он проявил свои чувства через вот эти слезы тщетности, и просто быть рядом с ребенком, и, находясь рядом с ним, показывать ему, что он не один, что он рядом с человеком, который все равно его любит, который его принимает. И не обязательно в этот момент что-то говорить, можно и молчать, но и давать обратную связь про то, что ты всегда можешь пойти со мной на контакт. Это можно также демонстрировать либо же распростертыми объятиями, либо же просто взглядом. Поэтому очень важно дать выплакаться, и можно снова дать ребенку какую-то альтернативу, например, предложить ему какую-то альтернативу, или в виде поддержки своей, или же, например, выполнить то или иное действие, да, или, может быть, отложить это на другой раз. Таким образом, мы обязательно должны поддерживать ребенка в тяжелой для него ситуации. И таким образом ребенок учится проживать эмоции, связанные с принятием невозможного. При этом эмоции не блокируются, а выходят наружу вместе со слезами. В этом смысле слезы считаются лечебными. Ну и, конечно, важным условием является любовь. Нет ничего лучше сказать своему ребенку, что я тебя люблю. Ведь когда знаешь, что тебя любят, можно выдержать все, что угодно. Поэтому говорить ребенку о своей любви – это очень-очень важно. Если вам понравилось наше видео, то ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну а в следующем нашем видео мы поговорим с вами о детской депрессии. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!